Как выглядят 1000 дорогущих автомобилей, утопленных под водой? Но стоп! Как они там вообще оказались? Я расскажу про несколько судов, попавших в аварию на воде и угробивших миллиарды долларов в виде элитных Роллс-Ройсов и Ламборгини. А самое забавное, что в некоторых случаях к этому привела просто человеческая жадность. И начну с одного из самых известных случаев. В один не очень хороший день, как вы можете понять, судно по имени Фелисити Эйс длиной в 200 метров отправилось в плавание из Германии в США. Оно, построенное в 2005 году, могло набирать на воде до 22 с третью узлов и перевозить автомобили, ведь его вместимость составляла 60 118 тонн, что вполне подходит для нескольких тысяч машин. Но кто мог предположить, что этот рейс запомнится навсегда? Все произошло 16 февраля 2022 года. В тот день Фелисити Эйс проплывал недалеко от Азорских островов, примерно в 167 километрах к юго-западу от них. На его борту находилось более 4000 роскошных автомобилей. Я дальше расскажу про марки. Вы точно удивитесь. Ранним утром около 9 часов начался пожар, который быстро охватил весь корабль. Попытки удержать огонь были безуспешны, и хотя экипаж в количестве 22 человек был успешно эвакуирован с помощью коммерческих судов и вертолетов, Фелисити Эйс продолжал гореть несколько дней. Во время буксировки его к берегу судно потеряло равновесие и в конечном итоге затонуло, опустившись на дно на глубине 2984 метра за пределами исключительной экономической зоны Португалии. Как ни трагично это звучит, но благодаря оперативной работе португальских морских сил и команды судна, жизни людей удалось сохранить. Пожар был окончательно потушен только 25 февраля. Несомненно, этот случай войдет в морскую историю как напоминание о неустанной борьбе человека с силами природы. Но какой ущерб был нанесен и что за машины были на борту? И тут полное безумие. Огромный грузовой корабль перевозил автомобилей на сумму около 401 миллиона долларов. На борту Фелисити Эйс находилась целая коллекция автомобилей. В списке груза были не просто машины, а настоящие жемчужины автомобильной индустрии – Porsche, Audi, Bentley и Ламборгини. Например, среди этого дорогостоящего груза было 85 Ламборгини, включая 15 эксклюзивных экземпляров Aventador Ultimate, которые попросту больше не выпускаются и были оплачены своими покупателями. Кроме них, на судне плыли 189 Bentley и 1110 Porsche, не говоря уже о последней партии Lamborghini Aventador. Из раритетов можно выделить Land Rover Santana 1977 года выпуска и Porsche 718 Boxster GTS 4.0, а также 65-й Honda Prelude Sear, когда-либо построенный. К сожалению, все эти автомобильные шедевры, находившиеся на Felicity Ace, после трагедии считаются безнадежно потерянными, о восстановлении тут и речи идти не может. Слишком большая утрата для мира автолюбителей, не правда ли? Но что вообще произошло на борту? Может, диверсия? Трагедия с Felicity Ace привлекла внимание не только из-за масштабов пожара, но и из-за возможной причины его возникновения. Подозревается, что вспышка огня могла быть спровоцирована литий-ионными аккумуляторами, установленными в электромобилях на борту. Да, вот вам и экологический транспорт. Батареи известны своими тепловыми рисками. Они могут перегреваться и самовозгораться, что особенно опасно в условиях замкнутого пространства корабля, ведь деться от огня попросту некуда. Да и представьте, что горит несколько тысяч автомобилей. Литий-ионные аккумуляторы сложно тушить обычной водой, так как вода может спровоцировать дополнительные химические реакции и повторное возгорание из-за остаточного тепла в аккумуляторах. Кроме того, при высоких температурах батареи могут выделять легко воспламеняющиеся газы, увеличивая риск взрыва, что делает пожар еще более неуправляемым и опасным. К сожалению, на специальных средствах пожаротушения решили сэкономить. Экологические последствия аварии также могут быть значительными. Felicity Ace затонул у архипелага Азорских островов, который является важным биологическим узлом для множества морских видов, включая коралловые рифы, тунцов, акул и дельфинов. Регион также известен как место миграции китов, которые используют эти воды для кормления.
Попадание в воду более 2000 тонн нефти, топлива и других загрязнителей могло нанести серьезный ущерб местной морской экосистеме. Хотя изначально сообщалось, что на поверхности воды образовалась лишь тонкая пленка нефти, глубоководное погружение аккумуляторов и топливных баков представляет долгосрочную угрозу. Разлагаясь, эти материалы могут высвобождать токсичные вещества, которые негативно повлияют на морскую жизнь, угрожая здоровью и разнообразию морских видов, зависимых от этих вод. И вот этот ущерб, который будет накапливаться годами, уже переваливает за $1 миллиард. Но думаете, что это единичный случай? Нет. Сейчас расскажу про другие, где еще больший ущерб и человеческая халатность. Грузовое судно MV Golden Ray, наполненное 4200 новенькими автомобилями, пережило настоящую катастрофу у побережья США в 2019 году. Виной всему стала перегрузка, вызванная тяжелыми кроссоверами Kia. Такой предварительный вывод сделали следователи. Неприятности начались 8 сентября 2019 года. Всего через 23 минуты после того, как судно, построенное корпорацией Hyundai Mipo Dockyard, покинуло порт, оно стало крениться и вскоре опрокинулось на бок и пошло на дно. Уже в декабре 2020 года началась утилизация перевернутого MV Golden Ray. Судно разрезали на 8 частей огромными пилами, а затем на баржах вывезли его останки вместе с уничтоженными автомобилями. Исходно существовала версия о пожаре на борту, однако дополнительные детали указали на проблемы с распределением груза. Во время остановки в порту с корабля сняли 285 компактных автомобилей Hyundai Accent и Kia Forte, а вместо них загрузили 316 крупных внедорожников Kia Telluride. Это значительно увеличило массу и переместило центр тяжести вверх. На борту на момент крушения оказалось около 4300 машин, включая пикапы Ram, кроссоверы Chevrolet Blazer и Equinox, а также внедорожники Mercedes-Benz, направлявшиеся в Саудовскую Аравию. Согласно анализу береговой охраны США, Golden Ray перевозил на целых 1000 тонн больше груза, чем положено. К тому же, непосредственно перед прибытием в Брансуик корабль сбросил не менее 1500 метрических тонн водяного балласта, что могло компенсировать серьезный крен при выходе в Атлантический океан. Однако даже при таких мерах судно могло бы избежать катастрофы, если бы тяжелые Kia Telluride расположили на нижних уровнях, а не на верхней 12-й палубе из 13. Как заметил профессор океанологии из Техасского университета A&M Джеффри Фалзарана, попытка балансировать такую большую массу на верхних уровнях была похожа на акробатический трюк с карандашом, необоснованно сложно и рискованно. Но, скорее всего, просто никто не подумал, что перестановка автомобилей может привести к подобному результату. Просто преступная халатность. Но в конце я расскажу про еще более возмутительный случай. А вот еще один безумный случай. У побережья Нидерландов произошла серьезная морская авария, в результате которой грузовое судно Балтик Эйс, перевозившее новые автомобили Mitsubishi, затонуло после столкновения с контейнеровозом Corvus J. Балтик Эйс отправился из бельгийского порта Зебрюги в финский порт Котка, но его путешествие оборвалось в этой трагической стычке. Судно Corvus J длиной 133 метра, столкнулась носом в борт 148-метрового Baltic Ace, вызвав его опрокидывание и последующее затопление. В результате происшествия Corvus J остался на плаву, хотя и получил значительные повреждения, в то время как ситуация на Baltic Ace оказалась критической. 18 членов экипажа Baltic Ace были найдены живыми на спасательных плотах, однако поиски еще 6 так и не завершились успехом. Что касается груза, то было потеряно 14 сотен новых автомобилей, ушедших на дно Северного моря. К счастью, автомобили были застрахованы, поэтому финансовые потери для японской компании должны были быть минимизированы. Однако это происшествие вызвало задержки в поставках для дилеров, хотя точные детали не раскрываются. Основной версией считается ошибка в действиях экипажа одного из судов, но точные обстоятельства пока не установлены. Это напоминает о сложности и рисках морских перевозок, где человеческий фактор может иметь и критические последствия. И да,
Итоговая сумма ущерба составила около 500 миллионов долларов. Неплохо, да? Но дальше я расскажу и про еще более масштабные кораблекрушения. Знакомьтесь, роллкер Fremantle Highway, перевозивший почти 4000 новых автомобилей, пережил настоящую трагедию. В конце июля прошлого года в холодных водах Северного моря на его борту начался пожар, который быстро охватил судно. Из Германии в Египет шло 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей, и именно в одной из машин, судя по всему, произошел взрыв, который и спровоцировал пламя. Да, опять безопасный электротранспорт решил уничтожить своих бензиновых собратьев. Ситуация на борту была настолько критической, что часть экипажа была вынуждена прыгнуть в холодную воду, чтобы спастись. Трагически, один из них погиб. Несмотря на все усилия команды, огонь распространялся с невероятной скоростью, что вынудило экипаж и пассажиров к эвакуации. Информация о точных причинах пожара до сих пор остается не до конца ясной, так как официальные лица не спешат делиться подробностями. Однако в СМИ просочилась аудиозапись одного из спасателей, который утверждает, что причиной стал именно взрыв электромобиля, который просто стоял выключенным. После почти недели борьбы с огнем Fremantle Highway был отбуксирован в безопасное место, подальше от основных морских путей. Благодаря усилиям пожарных удалось предотвратить потенциально катастрофические последствия для экологии региона. Теперь, когда пламя потушено, судно находится в порту на севере Нидерландов, где предстоит дальнейшая оценка ущерба и решение о его будущем. Предварительный ущерб составил около 1 миллиарда долларов. Жесть, да? Автомобильный перевозчик Sincerity Ace загорелся в Тихом океане в 2018 году с 3500 автомобилями Nissan на борту. Пожар вспыхнул, когда судно направлялось из Японии на Гавайи. Экипажу из 21 человека не удалось потушить пожар, и им пришлось покинуть судно. 5 членов экипажа впоследствии пропали в море. Все 16 выживших членов экипажа покинули суда, которые их спасли, и были осмотрены медицинским специалистом и признаны находящимися в хорошем состоянии, говорится в заявлении Шойки Сенкайша. Наши мысли и молитвы с экипажем и их близкими в это трудное время. Причина пожара до сих пор неизвестна, но владелец судна заявил, что будет тесно сотрудничать с соответствующими органами для ее выяснения. Какой ущерб понесли владельцы? Около 800 миллионов долларов. Представитель владельца судна, компании Шуи Кизен Кейша, сообщил, что судно остановилось в бухте Шибуши на южном острове Кюсю 30 января, где была скорректирована кренящаяся позиция судна. Затем 7 февраля оно отправилось в порт Яцусиро, также находящийся на Кюсю, для операции по очистке топливных баков. Согласно сообщению глобального источника новостей о судоходстве TradeWinds, после оценки ущерба и временного ремонта, Sincerity Ace отправился в Мокпо, Южная Корея, для полного ремонта, хотя Шуи Кизен Кайша заявила, что окончательное место назначения еще не было определено. Издание также отметило, что абсолютно все автомобили на борту были фактически уничтожены. И да, потеря 3500 новых автомобилей сильно сказалась на поставке в Северную Америку, что даже заставило дилеров поднять цены в тот момент. Конечно, ведь за подобные аварии в итоге заплатит конечный покупатель, так работает рынок. Кстати, про людей хочется отдельно рассказать и про самое массовое кораблекрушение современности, когда чудом не погибли тысячи людей. Крушение круизного судна «Коста Конкордия» остается одной из самых трагических морских катастроф в истории. В ночь с 13 на 14 января 2012 года судно налетело на рифы в Тиренском море, недалеко от острова Джильо, когда на борту находилось 4252 человека. Причиной крушения стал ряд ошибок и просчетов, совершенных капитаном Франческо Скеттино и членами экипажа. Компания Коста Конкордия, которой принадлежал лайнер, имела традицию приветствовать остров Джильо гудками с близкого расстояния, без достаточной подготовки и детальной карты местности. Вечером накануне катастрофы капитан Скеттино снова отклонился от установленного маршрута и начал приближаться к острову. Отключив автопилот ИСИ,
С темой навигации он руководил судном вместе с несколькими посторонними лицами на капитанском мостике. Индонезиец Якоб Русли, находившийся у руля, неадекватно реагировал на команды и поздно выполнял указания капитана. Как говорили свидетели, компания бурно отдыхала, употребляя алкогольные напитки. Жесть, да? В результате судно опасно приблизилось к скалистому берегу и столкнулось с рифами, что привело к серьезным повреждениям корпуса. Судовая энергетическая установка была повреждена, что привело к отключению электричества и неуправляемому движению судна. После долгих усилий эвакуации лайнер наконец-то опустился на правый борт и был спасен. В результате следствия было установлено, что 6 человек, включая капитана Скетина, были виновны в катастрофе. Капитан получил самое суровое наказание – 16 лет заключения. В 2014 году Коста Конкордия была поднята и отправлена на утилизацию, а правила морского судоходства и инструктаж пассажиров были ужесточены после этой трагедии. Чудо, что люди остались живы, хотя владельцы судна понесли практически миллиардные потери, если считать последующий подъем и буксировку лайнера. Как говорится, богатые тоже плачут. Грустно, что столько невероятных автомобилей в итоге просто оказались под водой. Пока рассказывал про некоторые из крушений, прямо слезы на глаза наворачивались. Кстати, а если вы хотите заработать на свой автомобиль, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады работать с вами и спасибо за просмотр.